Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева. Таро прогноз, что скоро, а возможно и неожиданно, случится или произойдет в вашей жизни в ближайшие дни до 31 декабря. Цыганский старинный пасьянс. События со дня на день. Вот именно события нам покажут и расскажут карты старинного цыганского пасьянса. И, конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад и личная история каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Итак, смотрим. Я вас хочу пригласить на свой сайт, на телеграм-канал, где собрано все мое творчество с 3 YouTube-каналов. Ну, я оставляю там ссылки, а также с моего сайта. В описании под видео все ссылки, и в том числе переход на статьи. Прочитайте, особенно «Кармический декабрь». Это не просто статья, это, ну, такой знак судьбы, как знак кармы, уроки кармы, которые для нас будут важны на 2026 год. Прочитайте. Мы все разные, но я думаю, какую-то подсказочку вы для себя найдете. И смотрим, что же тут у вас совпало, пока я с вами говорю. Что же нам расскажут и покажут карты пасьянса? Вот сразу, буквально у нас первый, второй ряд, свеча, спокойное течение жизни. Ну и пусть так будет. И все, кто надо, в сборе, как будто. У девы, правда, посмотрите. Узел – это прочная связь с кем-то. Ну, может быть, это и наши близкие, родственники. Тех, кого мы знаем уже достаточно хорошо. Как минимум один человек есть, с которым отношения-то точно будут продолжаться. Или имеют для вас какое-то значение. Может быть, это общее дело, я допускаю. Может быть, буквально по работе, мои дорогие. Какая-то ситуация, да? Но это может быть точно так же разное как бы значение, потому что открытая книга – это у нас учреждение, официальные лица точно так же. И, конечно, узел может говорить о до конца неразрешенных каких-то темах, вопросах, которые, скорее всего, будут продолжаться еще и с заходом на январь, а то и дальше. Вы принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. И в Тельце, знак зодиака стихии Земли, у нас сейчас ретро-уран. И это какая-то прежняя история, мои дорогие. Более того, Сатурн, он хоть и не ретроградный, но у него конфигурация, градусы точно такие же, как он был в ретро-движении. И поэтому вот у нас, да можно сказать смело, если Уран в ретро-движении, и знай, он до 4 февраля, дальше он останется в Тельце, но это будет прямое движение. И значит, так мало-помалу у нас какое-то прояснение будет 26 апреля. Уран переходит из Тельца в знак Близнецов. Но Сатурн в той же конфигурации еще почти до конца июля. Поэтому вот у нас почти на полгода мы будем, ну, как в разные какие-то временные промежутки решать хорошо знакомые ситуации или что-то продолжать. Или пусть это будет даже развитие какого-то дела, вопроса, контактов, но это то, что вы хотели осуществить раньше. Поэтому тут добрые дела наспех не делаются. Поэтому не расстраивайтесь. Смотрите, волшебная конфигурация, мои дорогие девы. То есть у кого-то буквально открытая книга, кто-то решит, пойду учиться. Но помимо всего прочего, деньги у вас еще совпадают. А самое главное, колчан со стрелами. И в этом пасьянсе полное исполнение желаний. Ну, полное, будем реалистами. Но то, что у вас что-то знаковое такое решится, то это точно. Знаковое что-то решится до конца года. Может быть, это важные документы, которые вы опять же подпишете, или какое-то соглашение, какая-то связь, контакты точно продолжатся. Причем я тут вижу, скорее всего, так достаточно уверенно, потому что спокойное течение жизни. Ну, нет тут каких-то прыжков или синкопы, да. И более того, для вас-то, мои дорогие девы, вы посмотрите, как у вас волшебно завершается 31-е очаг. Домашний очаг, домочадцы, любимые.
Но, может быть, это у кого-то и буквально вопросы по части жилья, недвижимости. Но это еще и все те, кто внутри. Солнце, выбор правильного направления. И значит, вот у вас завершающим таким аккордом заканчивается 2025 год. Вы как что-то стабилизируете, причем так грандиозно, хочется сказать. Потому что для вас это будет означать и еще и благополучие, голубь. Это даже когда, знаете, начинается что-то непонятно через пень-колоду, а потом все равно все выровняется. Ну и солнце говорит о том, что вот действительно что-то ты важное дело решаешь, и потом ты этим будешь заниматься еще 6-8 месяцев. Ну, вот как раз сообразно, ну, может быть, включая по август. Значит, для вас это выход на новый уровень. Это факт. И здесь может быть, конечно, по солнцу, как и ясность какая-то наступает, вы можете узнать какую-то новость, или как глаза у нас у самих могут открыться, почему нет. Поэтому для вас, наверное, вашу какую-то миссию, мои дорогие девы, не устану повторять, как высшие силы помогают осуществить. Но, видимо, всему свое время, что-то до конца года вы решаете, определяетесь, укрепляете, но что-то еще и будет продолжено. Но в целом солнце, благополучие, радость и спокойное течение жизни. В нашем пасьянсе мы можем соединить значения в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Но пока я с вами говорила, я не вижу, честно говоря, больше совпадений. Не вижу. Пойдем вперед. Так что же там скоро и что там неожиданно? Давайте узнаем. Вот на предмет, что скоро в жизни делаю до конца года. Ну что там скоро? Со дня на день, да, в ближайшее время. Что скоро? О, ну, правда, миссия. Аркан первосвященник – это как аркан Иерофант. Это, знаете, размеренно, умеренно и как-то так логически все связано. По этой карте действительно иногда проходят официальные лица или те документы, которые мы официально подписываем, что-то согласовываем, мы делаем по закону, и тогда и как бы закон на нашей стороне, мы от этого чувствуем уверенность определенную, безусловно, это своего рода как защита для нас, такое тоже может быть. А кто-то учится, или наоборот, это вы будете кого-то учить, потому что первосвященник и учитель, и ученик. Ну, наверное, вся наша жизнь, она состоит из того, что мы адаптируемся к чему-то или учимся чему-то, обучаемся, да. Но это может быть именно какие-то важные бумаги оформления. Ну, у кого-то, может быть, и по части личной жизни, потому что здесь может быть и бракосочетание, конечно, может быть и что-то обратное, но тогда как будто вы-то этим остаетесь довольны. Ну, кто знает, мы все разные. У кого-то может быть, ну, такая грустная история, которая все никак не завершится, и вам уже хочется поставить точку. Ну, вот тут-то у вас как раз то, что вам приносит радость, уверенность, стабильность, мои дорогие. И словно старший аркан Иерофант подкрепляет все мною сказанное по пасьянсу. Что скоро? Ну, куда ж без этого? Без 15-го аркана искушение, мои дорогие. Это привязанность. Да, тут какая-то... Будьте внимательны, потому что тут может быть очень сильная взаимосвязь, страсть какая-то. Но, видимо, на волне страстей не всегда правильно, иначе попадем в какую-то игру. И этот старший аркан говорит, смотри, не заиграйся, иначе какая-то игра переходит в опасность. Очень тонкая грань. И мы можем думать, кстати, что мы делаем правильно, поступаем что-то правильно. Потому что ведь это привычка, мои дорогие, сила привычки. Кто-то трудоголик. Тоже привычка, почему нет? И это очень олицетворение такое вашего знака зодиака. Вы люди надежные, вы люди сильные. Вы умеете себя заставить, понимаете? Ну, не все умеют себя заставить, это правда. Но, может быть, вот хочется вот именно так, как бы вам представлялось. Но, наверное, не до конца декабря, мои дорогие. Явно тут надо быть гибче, и тогда и успеете отдохнуть. Да главное, тут уже, знаете, тому, чему, как высшие силы открыли путь, то уже никто не закроет этот путь. Разве только вы сами, когда вы что-то захотите переиграть, именно потому, что вот в каком-то контексте вы это видите. Или считаете, что это правильно. Ведь искушение тут именно вот так, к чему мы привыкли, или как мы всегда поступали, какой-то шаблон, мы тоже к этому привыкли. Это все где-то
можем подвести под итог зависимости. Но, видимо, вам наоборот как-то нужно очень рационально. И карта будет говорить о том, что физических сил хватит. Но вы знаете, тут не совсем давить авторитетом, хочется сказать. Хотя будет желание с учетом этих карт. Именно что-то продавить. Двойка воды говорит о дипломатии. Будьте добрее к самим себе, к собственной душе. Если кто-то не соглашается, да и ладно. Мы не пришли воспитывать. Воспитывать мы только можем своих детей, да и то в более младшем возрасте. Правда, уже взрослых, куда ты их там воспитывать будешь. Они уже сами себя воспитывают. Но вообще-то это карта любви, искренности. И я вам желаю искренне, правда, чтобы вот этот триплет у вас проигрался в личной жизни со всеми знаками плюс. Любовь, верность, сила страсти и оформление отношений. Вот у кого-то именно так. Или, может быть, это складывается нам рассказывать то, что скоро именно произойдет. Может быть, к этому все идет. Ладно, а что ж там неожиданно? Как будто выплакать горе. Вот именно в колоде колет барон Рид, эта карта называется «Выплакать горе». Позволь себе, не держи себя в тисках, в рамках. И если действительно словно слеза накатила, вот ну есть какие-то переживания, тебе нужно от этого избавиться. Отпусти эти эмоции, позволь им нахлынуть. И, как известно, они как волна морская. Есть приливы, есть отливы. Если они на тебя нахлынули, ты выплеснул. Вот есть какая-то, ну, минусы, а у каждого они есть. Тебя вот это отпускает. Я всегда добавляю пятерку кубков, ну, здесь пятерка воды, словами колет барон Рид. Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. То, что вот было уже, понимаете, вот неожиданно. Здесь ведь может неожиданно кто-то о себе напомнить. Или это ваши собственные воспоминания. А здесь нам говорят, да все, ты уже отпускай. Это не имеет никакого значения, что неожиданно. Вы знаете, тут да, у кого-то может буквально какая-то слеза, но может быть и скупая мужская слеза. Вот позвольте и такую, мои дорогие мужчины, именно потому, что у вас что-то складывается со знаком плюс. Но не ставьте для себя каких-то барьеров, понимаете, все барьеры в нашей голове. Рядом помощь высших сил практически, шестерка земли или шестерка пентаклей. Это карта такого, знаете, великого баланса. Баланса и в собственной душе, мы уже с вами говорили, двойка воды. Вот как к умиротворению, к договоренностям ведет. Быть где-то гибче, бонусов будет ну просто несоизмеримо больше. Может быть и каких-то финансовых историй. Если по финансам была какая-то брешь, у вас есть возможность это каким-то образом разрешить этот вопрос. Единственная шестерка земли неожиданно может говорить как о получении денег, о получении помощи, но точно так же, к примеру, вам нужно провести какой-то платеж, и ваши деньги где-то загуляли. Тогда есть та персона, которая вас как раз сможет выручить этими деньгами. То есть вот эта карта, она именно на помощь вам. Это как по справедливости пространство вам дает какую-то возможность, понимаете? И неважно, в чем она выражается. Но если мы все же про пентакли или про деньги, мои дорогие, гроши в долг не даем. Иначе отдадут, неизвестно когда, если вообще отдадут. И карта, есть такое значение. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Вам может захотеться выложиться по максимуму. Что-то, вот знаете, как может быть и кому-то раскрыть все лучшие стороны своей души. Нет, берегите себя. Потому что в этом случае, ну, наверное, как боги помогают вам больше. Заканчивается какой-то лабиринт или какая-то путаница. Возможно, это будет связано с известием, получением, оформлением какой-то бумаги, важным разговором, важной встречей. Но действительно, вот этот лабиринт жизненный, он завершается. Поэтому вот все то, что я сказала с первой карты, словно пусть эмоции эти нахлынули, и поверьте, тут и внешняя какая-то конфигурация для вас, она выравнивается в другом совершенно ключе. Так и уже прежние эмоции не имеют значения. Это словно вы, знаете, как какие-то кандалы с себя сбрасываете, мои дорогие девы. Вот все три карты об этом. Поэтому и не задерживайтесь, да, вот я где-то об этом вскользь так
сказала, что эти наши привычки, восприятия тут как высшие силы помогают даже выйти из зависимой какой-то ситуации. И она у каждого своя. У кого-то зависимая ситуация по работе, так тоже бывает. Вот дипломатия творит чудеса. А вы, мои дорогие, стоит только захотеть, да еще и высшие силы вам как будто дважды помогают, чтобы вот эта путаница завершилась. К чему все идет, давайте узнаем. Называется «Зов», да, вот так. Ну, такое название у этой карты. Вообще это 20-й старший аркан, избавление от боли, избавление от страданий. И это когда мы уже не оглядываемся назад. Это, знаете, вот, наверное, это миссия или какой-то новый этап вашей жизни, а прежний заканчивается. Вы можете это чувствовать, что на стыке двух, как это не просто Старый год и Новый год, а это как будто встречаются две эпохи. И когда мы с вами войдем в 2026 год, это будут такие энергии, что мы как преломление реальности чувствуем. И вы это можете особенно так яственно как-то ощущать, как будто в один период вашей жизни будете проживать сразу несколько этапов или каких-то схожих ситуаций, которые вы уже имеете в своем арсенале или с чем-то подобным сталкивались, или ваша мечта, мои дорогие. И здесь, словно пространство, Вселенная нам соединит и желание, и какой-то опыт, давая возможности. Вот начало, почти половина 2026 года, она будет связана вот с этим преломлением реальности. Помните, мои дорогие, к чему все идет? Вам с этой точки полный вперед. К чему идет еще? Давайте еще одну карту достанем. Ну, все то, что я сказала. Нулевой аркан. Перезагрузка, мои дорогие. Шут – это карта радости. Это карта, когда мы понимаем, что мечты возможны, мечты сбываются. Да, пусть мы методы профильтруем, изменим, может быть, их кардинально, но это, знаете, как стряхнуть с себя, как, знаете, что-то такое, что долгое время лежало на ваших плечах, вас все время сковывало, как будто держало, и вам казалось, что это действительно как тиски, а тут вам покажется, что это вообще не имеет значения. Стоит действительно только встряхнуть плечи, да, как будто так. И нет этого прошлого. То есть вы подходите к тому итогу, когда понимаете, что вас многие вещи реально не держали. Где-то, может быть, это вы люди очень обязательны, вы люди очень надежные. Вот есть такой компонент. Карта нам к чему все идет? Она говорит о том, что новый этап жизни, и нам придется в любом случае перестроить себя на какой-то новый лад, потому что прежние схемы работы не будут работать, тоже функционировать, да? Нам, может быть, придется чему-то обучаться, может быть, и вы будете кого-то обучать, но это уже не будет как прежде, мои дорогие. И поэтому самое время проститься с тем, что вас тяготит, и словно высшие силы вам в этом помогают. Перекладывайте на себя, не случайно, наверное, полное исполнение желаний. Карты Таро, карты добра, вторик, значением пасьянса. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я благодарю вас за ваши искренние комментарии, поддержку, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.